Скоро Пасха, и все хозяйки скупают в магазинах пасхальные наборы с пищевыми красителями для окраски яиц. Это, конечно, значительно упрощает нашу жизнь. Однако, предлагаю вернуться к истокам и вспомнить, как готовились к Пасхе наши бабушки и чем они окрашивали куриные яйца. А это пищевые натуральные красители, такие как луковая шелуха, ягоды смородины или черники, свекла, цветы каркаде или краснокочанная капуста, куркума, чай или кофе. Вот и все. Ну что, приступим к приготовлению. Возьмем яйца, мы их хорошо помыли обязательно, чтобы они были чистенькие. Берем светлые, такие светлые, или вот такие вот кремовые цвета. Перекладываем в кастрюльку, заливаем водой, добавляем соли для того, чтобы наша скорлупа держалась. И варим. Соли добавим столовую ложку. Пока варятся яйца, мне надо подготовить луковую шелуху и цветы каркаде. Заливаю их водой и включаю нагрев и даю возможность провариться, чтобы они отдали свой цвет. Все, включаем нагрев и варим. Прошло 10 минут со времени закипания яиц. Я отключаю нагрев и убираю их под холодную воду остывать. Смотрим, что у нас тут с каркаде. Вот, цвет достаточно насыщенный. Я отключаю и пускай настаиваются цветочки. Так, а с шелухой здесь такой принцип. Чем дольше варится, тем насыщеннее цвет. Вот он уже такой коричневатый, вот видно. Теперь мне нужно яйца обезжирить спиртом или водкой для того, чтобы краска лучше цеплялась на скорлупу. У меня спирт. Я вот так вот их протираю. Чтобы краска цветов каркаде хорошо покрывала яйца, мне их надо переложить в такую емкость вот узкую. Я переложу яичко в баночку. Одно и второе. И залью растительным красителем. Пару яиц добавим к луковой шелухе. Ну, не пару, а 3 возьму. Вот и даже видно, что они уже сразу же становятся желтенькие. Особенно вот на светлом видно. А чем дольше постоят в луковой шелухе, тем будет темнее. Такой красновато-коричневый оттенок. То есть регулируем цвет сами, какой мы хотим в итоге получить. Вот яйца уже покрасились. Одно такое вот темненькое я достану. Получается такие красно-коричневые. Это немного посветлее. А это яичко получается полосатое. Ну, вот уж красится как ему вздумается. Ну, пускай еще немножко постоит, проварится. Я его оставлю. Теперь у меня остались такие красители. Куркума, кофе, ягоды и свекла. Использую сейчас куркуму и кофе. Беру ложечку, добавляю в стакан, где-то по 2 чайные ложки. Чем хотим насыщеннее цвет, тем больше добавляем этого красителя. Кофе растворимый. Теперь кипяток. Наливаем. И хорошо перемешиваем. Теперь в этот краситель положим яичко. То же самое и в другом стаканчике. И опускаем. Ждем, когда они покрасятся.
Для того, чтобы закрепить краску на яйцах, добавляем везде по чуть-чуть уксуса. И сюда нальем. Остались ягоды и свекла. Ягоды мы подавим вилкой, а свеклу будем натирать на мелкой терке. Вот на такой вот. Поэтому я сейчас натру свеклу, а потом буду давить ягоду. Ягоду подавила, на терке натерла свеклу. Теперь перекладываем в стаканчики ягоду и свеклу. Сюда погружаем яичко, стараемся его полностью погрузить в ягоду. И не забываем про уксус. Обязательно добавляем уксус для закрепления цвета. Перемешаю. Теперь свекла. Так же самое перекладываем в стакан. Яйцо. Добавим уксуса немножко. И сверху свеклу. И оставляем так краситься. Теперь смотрим, как у нас окрасились яйца. Ну, мне кажется, желтый достаточно симпатичный, такой нежный желтый оттенок. Если вы хотите, чтобы цвет был более насыщенный, оставляйте дольше. Можно даже оставить на ночь. Пищевые красители натуральные, они не такие, как химические. Они красят дольше. Вот, вытираем салфеткой. Получается такой вот равномерный, однотонный, красивый цвет желтый. Мне очень нравится. Дальше проверим, что у нас здесь получилось. Сразу подготовлю салфетку. Та же самая история. Если хотим дольше, насыщеннее цвет оставляем на дольше. Ой, смотри, какой симпатичный. Такой красивый. И пахнет кофе. Вытираем. Перекладываем. Посмотрим, как покрасил у нас каркаде. Так, кажется, красный цвет. Сейчас я возьму салфетку. А получается такой фиолетовый и достаточно светлый. То есть, чтобы получить более насыщенный фиолетовый цвет, также надо подержать подольше в этом растворе. Но я, наверное, подержу подольше. Опущу обратно и буду держать дольше. Смотрим, что у нас сделала смородина. Так, как бы нам тут достать? Смородину мы яйцо погружали одно из последних, поэтому, может быть, тоже цвет будет не настолько насыщенный. Да, можно еще подержать подольше, еще светленький. Думаю, в свекле тоже еще светлый, поэтому поддержим еще. То есть самый быстрый способ — это луковая шелуха, потом у нас идет куркума и кофе, а затем уже остальные ингредиенты. Пасхальные яйца покрашенные. Дольше всех красила у нас краска это из-под свеклы. Вот она вот такого оттенка. Немножко они похожи с черной смородиной, но все-таки отличаются. Это более такой сиреневый оттенок. Дальше это куркума. Каркаде покрасила в синий такой темно насыщенный цвет. Луковая шелуха, черный кофе и 2 яичка я покрасила вот так вот пополам. Это куркума и каркаде. Для того, чтобы был более насыщенный цвет, мы берем яичко, немного растительного масла, натираем. Вот так вот его. И слегка салфеткой вытираем. Сразу же цвет меняется и получается такой лаковый блестящий оттенок.
Мы с Андреем решили немного украсить крашенки, чтобы они были повеселее. Возьмем вот такие вот наклеечки, они бывают разные. Дальше клейстер, глазки. Одни я уже наклеила на бумажку беленькую. Маркер и кисточка понадобится. Сначала будем клеить наклеечку, да? Бери яичко, вставляй сюда наклеечку. Равняем ее аккуратно. Теперь возьмем вот такую ложку, потому что у нас здесь горячая вода очень. Подойдет? Да. Давай, окунай туда ее, картинку. Раз, два, три, 4, 5, 6, вода уже 7, 8. Ну-ка, покрутим, чтобы картинка равномерно прилепилась. Что получилось у нас? А ну-ка, поднимай. Все, очень красиво получилось, смотри. Перекладываем на тарелочку. Да? Да. Теперь все, вода не нужна, потом, если захочешь, ты сам еще сделаешь отдельно. Теперь мы будем делать кого? Миньончика. Миньончика. Мы взяли вот так вот яичко, покрасили в два цвета, синенькие и желтенькие. И приготовили глазки. Держим яичко. Берем глазик, я тебе один покажу, а второй ты сам сделаешь, приклеишь. Берем кисточку и клейстер. Красим глазик. И прилепляем его. Вот так, да, Андрюш? Да. Идет? А ну теперь сам давай. Бери. Я яичко держу, а ты глазик. Один у нас будет с одним глазиком, а второй с двумя, да? Да. Чуть-чуть, там немного. Вот, давай. Вот здесь вот рядышком лепи. Угу. Замечательно. Теперь нам надо взять маркер. Открой мне колпачок, пожалуйста. Тугой. Вот. И нарисовать такие вот очки. То есть мы должны вокруг обрисовать. И вот так вот полосочки, да? Еще ротик у нас должен быть. Поэтому я аккуратно стараюсь обвести. Да, ты хотел волосики нарисовать. Нарисуй волосики. Сверху так полосочки. Один готов. Также делаем второй, только прилепляем один глазик. А теперь делаем губку Боба. Берем желтое яичко. Так, вот так я его буду держать. Ты бери глазки. Смазывай клейстером глазик один. Ну так чуть-чуть только, чтобы не было у нас там один клей. Вот, хватит. Давайте я помогу, а ты второй глазик смазывай. И прилепляем их. Так, один глаз пошел. Готов. А давай немножко больше клея. Угу. Давай второй. Стараемся глазки прилепить поближе друг к другу. Так, что он у меня косой, как заяц получился. Вот так переверну. О. Теперь надо нарисовать также с маркером носик и ротик. Рисуем носик. Он у него вот такой вот курносик. Ротик. У него большая улыбка, да? Да. Такие вот щечки. И зубки. И зубки, как у кролика. А еще у него есть реснички. А еще у него такие вот дырочки, да, это же губка, да. Поэтому мы нарисуем где-то вот такие вот кружочки. Вот такой вот у нас губка Боб. Все, мы с тобой все сделали, да. Украсили, интересно получилось. Угу. Да? Можно и дальше оформлять, придумать разные мультипликационные герои. Но у нас вот такое вот получилось украшение. Ну что, готовьте с удовольствием и светлой вам Пасхи!